Ну, а сама стратегия заключается в том, что, на наш взгляд, сейчас нашей властью почему-то игнорируются две простые истины, в принципе. Первое – это то, что война является гибридной, а в гибридной войне невозможно победить только военными методами. То есть по всем теориям, изучали даже этот вопрос, по всем теориям гибридной войны военные выходят на сцену уже в последнюю очередь. У нас как-то мы почему-то решаем исход войны это именно военными методами, пропуская все остальные стадії. Ті, хто там зі зброєю, там сепаратисти, все інше, але там сотні тисяч людей, які просто є заручниками, в прямому розумінні, не заручниками ситуації, а просто заручниками. І держава Україна повинна все зробити для того, щоб допомогти їм з тим, щоб вони переїхали сюди, тобто в стратегії помічено переїзд в Україну повинен бути вигідним для тих, хто знаходиться там. Саме на це направлено, припустимо, такі речі, ця стратегія не вимагає шалених коштів. Припустимо той пункт, що треба створити реєстр незайнятого житла. Це житло є. Ті, хто з вас з сіл, прекрасно знають, скільки заколочено цих будинків. Навіть в Києві, якщо подивитись Львівську площу, цей будинок, який будується інститутом кінематографії, там стоїть, його, в принципі, тимчасово можна дуже легко переформатувати. Ну, в частности, Украина, к сожалению, на данный момент так и не смогла послать четкий месседж для людей, которые остались на захваченных территориях, и людей, которые сейчас находятся на освобожденных территориях. Если говорить о людях, которые сейчас проживают в Краматорске, в Дружковке, в Константиновке, то ни о каких программах восстановления инфраструктуры, жилья или экономики этих городов сейчас речи быть не может. Ситуация и люди, по сути дела, находятся в замороженном состоянии. Одни ожидают, что придет Донецкая Народная Республика или Украина потеряет эти территории, и им надо будет срочно убегать с этих территорий. Другие, наоборот, ждут, что в случае, если начнутся чистки, я имею в виду и преследование сепаратистов за организацию референдумов и так далее, то им надо будет срочно уходить на другую территорию. Вот в этих ожиданиях на данный момент пребывают жители этих территорий. Поэтому говорить о том, что у нас есть какая-то стратегия поведения по поводу этих людей, к сожалению, сейчас не приходится. Регион и Донецкая и Луганская область сейчас страдает от процесса деинтеллектуализации и депрофессионализации. Огромное количество людей, лидеров общественного мнения, бизнесменов, государственных служащих просто покинули данную территорию и уже не собираются туда возвращаться. В частности, недавно мы проводили форум в Славянске. Из 7500 субъектов предпринимательской деятельности, которые были до конфликта зарегистрированы в Славянске, сейчас юридически формально восстановили свое присутствие на данной территории только 5000 субъектов предпринимательской деятельности, которые, по сути дела, многие из которых просто не работают. В нашей стратегии есть жесткие места, скажем так, но это действительно то, что, на наш взгляд, является на сегодняшний день реальностью, та реальность, которую нужно признать и исходить из которой нужно в дальнейших действиях. Я не буду, наверное, пересказывать вам все пункты стратегии, все это вы сможете посмотреть. Я просто скажу, что основным посылом является необходимость принятия законодательного акта, нормы правового акта нормативного Верховной Рады о признании захваченных территорий оккупированными территориями и оккупированными Российской Федерацией. Сегодня многие граждане Украины, которые постоянно слышат, что они граждане Украины, такие же, как мы, не понимают, почему их ограничивают в передвижениях, почему им не платят пенсии, стипендии и зарплаты. Вот этот шаг об оккупации и название прямым текстом, кто является оккупантом, дает нам возможность расставить точки над «и». Кроме того, есть серьезная проблема, поскольку у нас нет признанного факта оккупации юридически, то мы не можем обращаться в международные правовые инстанции, в тот же Европейский суд по правам человека,
с исками к России. То есть все, кто обращается, фактически подают иски против Украины, как субъекту, государству, которое не выполнило своих конституционных обязательств. Если у нас нет сил, к сожалению, военных победить врага, а я думаю, у нас их нет, поскольку ресурсы России гораздо больше, чем наши, и пока граница открыта, воевать с россиянами это все равно, что сейчас, извините, биться головой в стену просто в открытые ворота, если можно просто взломать калитку и войти. Да? Вот. Поэтому остановка боевых действий, мы заявляем на весь мир о том, что мы прекращаем попытки отвоевать и переходим к отражению атаки по законам информационной, гибридной войны. Наша задача, если Россия хочет нам навязать сейчас обеспечение этого региона, которое она разрушила, и которое это обеспечение ляжет непосильным грузом для нашей экономики, наша задача сейчас переложить этот груз на российскую экономику и таким образом посадить российскую экономику в ту яму, которую она для нас рыла. Следующий шаг, который необходим, на наш взгляд, в рамках этой стратегии, это официальное признание ЛНР, ДНР пророссийскими террористическими организациями, которые были созданы и действуют под контролем Российской Федерации с целью нарушения территориальной целостности Украины и оккупации территории Украины. Следующий шаг, который может быть воспринят неоднозначно, но я думаю, что если мы принимаем первый, да, то это будет тоже так же логически и понятно. Это введение полной экономической блокады оккупированной Россией территории. Запрет на любые экономические отношения с оккупационными властями и субъектами бизнеса, работающими на оккупированных территориях. Введение экономических санкций за нарушение этого запрета. Введение уголовной ответственности за сотрудничество с оккупационными властями. То есть целью вот этого пункта неоднозначного является вынудить Россию вкладывать свои ресурсы в жизнеобеспечение региона и тем подорвать ее экономику. Создание лояльной системы пропускного режима на территорию, контролируемую Украиной и на оккупированной территории для граждан Украины, имевших или имеющих регистрацию на оккупированных территориях, после их оперативной проверки на причастность к терроризму по соответствующей объединенной компьютерной базе спецслужб и МВД. То есть мы считаем, что вот та система пропусков, да, на оккупированной территории, чтобы получить пропуск, нужно выехать на оккупированную территорию, да, чтобы выехать, нужно получить пропуск сначала. Опять же, непонятно, что делать 10 дней с этим пропуском, почему такой длительный срок выдачи его, если мы государственную границу пересекаем за 10 минут. Да? Вот. Поэтому мы считаем, что должна быть создана лояльная система для людей, имеющих там регистрацию или имеющих, которые могут пересекать эту территорию. Они просто пробиваются по базе, должна быть объединенная база наших правоохранительных органов создана, если она еще не создана, о причастности людей к терроризму. Если нет человека в этой базе, то он имеет возможность свободно проехать. Следующим шагом стратегии является создание льготного экономического режима для переселенцев. Особые условия кредитования на жилье, вплоть до выплаты компенсации за потерянное жилье или выплаты первого взноса кредита на приобретение жилья. Значит, людям должно быть выгодно уезжать с оккупированных территорий. Сейчас сложилась ситуация, когда очень многие наши земляки из Донецка, весной выехавшие в активную фазу боевых действий в Донецке, на свободную территорию, осенью уже вынуждены были вернуться туда, поскольку им нет негде жить, у них нет работы и нет средств существования. Создание льготного режима для переселенцев позволит решить частично и проблему с жильем, с одной стороны. С другой стороны, это стимулирует и наших строителей, и все аффилированные отрасли народного хозяйства нашего, аффилированные со строительной промышленностью. Донецкая и Старобешевская вышки захвачены террористами. Еще в мае месяце были отключены все украинские каналы. На их частотах незаконно сейчас вещают российские каналы, которые отравляют наших людей. Там сейчас, опять же, по данным СБУ, 80% поддерживают террористов. Знаете почему? А в мае еще эта цифра была там около 20%. Потому что им постоянно промывают мозги. И отключать эти вышки, нужно было еще в мае, в принципе. Но тогда был расчет на то, что мы вернем эти территории. Тогда, может быть, не было смысла этого делать. Сейчас мы понимаем, что конфликт затягивается неопределенное время. И нужно убирать этот яд и возможность транслировать этот яд в мозги, скажем, наших соотечественников.
Там сейчас имеют возможность принимать в ручном режиме, опять же, 2 канала, насколько мне известно. Буквально на прошлой неделе мне делали исследование. Я просто сам занимаюсь этим, да, немножко. Я занимаюсь проектом радио, направленным на те территории, поэтому немножко владею ситуацией. В ручном режиме там можно принимать 5-й канал и, дай бог памяти, по-моему, 1+1+1. Вот. Это если там крутить антенну и что-то такое. Я доповню тільки місяці 4 тому розмовляв я з одним працівником Академії наук, який займається саме, він фахівець в цих справах. Да? І от він мені говорив про те, що у них є технологія розроблена, коли телесигнал передається без вишок. Просто те, що називається якимось чином, я ще раз кажу, я чайник, але йде по землі і просто входить напряму в телевізори, в телеприймачі. Яким чином це робиться? Тобто ми даємо тільки посил. Є вчені, які у нас це розроблені. Ми для держави говоримо, починай. А далі це, тобто деталізація вже можлива в процесі. Ну, я не вижу изначально реализации минских домовленностей. Никакой. Во-первых, они абсолютно нереальны, все практически. Во-вторых, при этом я не против перемен, я за перемены. Но реализация в том варианте, в каком они зафиксированы, эти Минские соглашения, приведет к усилению, я считаю, войны и, знаете, к палестинскому варианту, когда мы постоянно будем, как Израиль с Палестиной, воевать, только более жестко, потому что у Палестины, к счастью, нет России потом. Не будуть виконуватися мінські домовленості, тому що попередні домовленості показали, що Росії це абсолютно не потрібно. Яким чином буде блокада? Блокада зрозуміло, що з цього боку, тому що на кордон між Луганською, Донецькою областю і Росією наші допущені не будуть однозначно. Тому фактично окупована територія говорить про те, що ви відповідаєте за цю окуповану територію, ви можете робити щось тут маріонеткове, типу як Гітлер робив польський генерал-губернаторство, да? Але кордон між вами і ЛНР, ДНР, він не суттєвий. От тут іде у нас, з боку України, те, що ми робимо. Або, якщо це не підходить, нема проблем. Тоді по мінським домовленостях, тоді Україна повинна контролювати кордон між, весь свій державний кордон, в тому числі ту частину, що зараз і контролює. Тоді це буде вже інша пісня.